В бескрайних просторах африканской саванны под палящим солнцем два львенка остались одни без защиты матери. Маленький Кази, золотистый с любопытными глазами, и его сестра Зури с чуть более темной шерстью и более застенчивым характером отбились от Прайда во время неудачной охоты. Их мать Маяра оставила их под бдительным оком другого льва, пока сама охотилась, но хаос погони сбил их с пути. Не успели они опомниться, как Прайд скрылся вдали, и они остались совсем одни. Кази, более смелый из них двоих, старался сохранять спокойствие, но, несмотря на все его попытки быть защитником, он чувствовал, как страх берет верх. Зури же не могла скрыть ужас в своих глазах. Их инстинкты были настороже. Опасность подстерегала за каждым уголком саванны. Они знали, что, будучи львятами, у них мало шансов выжить без поддержки стаи. Звери были повсюду. Гиены, хищники и даже охотники, люди, которые приближались к ним. Их шансы спастись в одиночку таяли с каждой минутой. Когда голод и усталость начали одолевать, Зури не выдержала и отвернулась от Кази, пытаясь спрятаться в тени сухих деревьев. Сердце ее колотилось, а слезы, которые она сдерживала, ручьем хлынули по молодому лицу. Кози последовал за ней, стараясь сохранять спокойствие, но его глаза были полны боли. «Мы не можем сдаться», — прошептал он, но голос его дрогнул, словно он не мог поверить словам. Небо начинало темнеть, и по саванне разносился холодный ветер. Кози отчаянно смотрел на горизонт. Солнце медленно садилось, приближалась ночь, а вместе с ней и все опасности, которые она могла принести. Двое детенышей, ослабевшие и испуганные, начали понимать, что в одиночку им не выжить. Именно в этот момент, когда надежда казалась почти потерянной, Кози весь в слезах посмотрел на сестру и почти инстинктивно зарычал, зовя на помощь. Этот звук был полон боли и беспомощности, такого, какого они никогда раньше не испытывали. Их учили охотиться, защищать себя, но никогда не просить о помощи. Отчаянная мольба. Кази разнеслась по саванне, словно сама природа слышала их. Он не знал, кто услышит, но других вариантов не было. «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите нам». То, что произошло дальше, никто не мог предвидеть. Но для этого должно было произойти невозможное. Рев Кази разносился эхом среди деревьев и скал саванны. Но среди бескрайних просторов он казался почти потерянным. Ночь быстро приближалась, и холодный ветер возвещал о надвигающейся опасности. Зури, дрожа от страха, съежилась рядом с братом. Ее широко раскрытые, полные страха глаза впились в мелькающие тени. Они оба были во власти тьмы, но затем произошло нечто иное. Глухой гул, словно сама земля сотрясалась, начал приближаться. Звук был настолько мощным, что сердце Кози забилось чаще. Ветер донес запах чего-то иного. Что-то было огромным, необъятным, но не угрожающим. Кази посмотрел на горизонт, и когда фигура стала яснее, его глаза расширились. Это был слон. Гигант с огромными ушами и внушительными бивнями шел к ним. Сначала Кази замер, шерсть на затылке встала дыбом. Он знал, на что способны слоны, но что-то в присутствии этого существа ощущалось иначе. Словно сама судьба вела их к этой неожиданной встрече. Слон по имени Имара бродил один по саванне вдали от своего стада и услышал отчаянные крики своих детенышей. Имара, спокойный и зрелый на вид слон с морщинистой кожей, обладал глубоким, мудрым взглядом. Он не был типичным импульсивным и вспыльчивым слоном, которого боялось большинство других животных региона. Напротив, от него исходила аура спокойствия, которая, казалось, успокаивала даже ветры саванны.
И когда он приблизился к телятам, его тяжелые, решительные шаги внушали благоговение. В воздухе разлилось чувство облегчения. Кази посмотрел на Зури. Их взгляды встретились в молчании, полном неуверенности. Они никогда не видели рядом с таким огромным и сильным животным. Но что-то в Эморе казалось другим, словно он уже знал, что нужно детенышам. Слон остановился в нескольких метрах, слегка шевельнув большими ушами, опустил голову, словно оценивая двух львят. Зури, совершенно ошеломленная, отступила назад, едва не упав, но Кази с новой смелостью шагнула вперед, вызывающе глядя на великана, пытаясь скрыть страх. Затем Имара сделал то, чего никто в саванне не мог себе представить. Он опустил голову еще ниже и своим длинным подвижным хоботом нежно коснулся плеча Кози в знак понимания. Наступила почти волшебная тишина. Казалось, вся саванна замерла, наблюдая за этим моментом. Детеныши, не до конца понимая происходящее, сразу почувствовали связь со слоном. Что-то глубокое, нечто превосходящее межвидовые барьеры. Но что же Имара предпримет? Волчата проголодались, устали, а ночь уже приближалась. Продолжит ли он путь один, или эта ночь ознаменуется чем-то превосходящим самые смелые ожидания? Имара замерла на несколько секунд, пристально наблюдая за телятами. Ее большие, спокойные, безмятежные глаза были полны мудрости, а ее внушительная внешность, казалось, излучала тихую силу, успокаивающую встревоженное сердце Кази и Зури. Ветер прорезал саванну, но каким-то образом аура слонихи делала окружающее пространство более безопасным, более гостеприимным. Зури, все еще настороженная, нерешительно посмотрела на Кази. Но Кази, чувствуя необъяснимую связь с великаном, шагнула вперед и посмотрела на слона с проблеском надежды в глазах. «Он может нам помочь?» — подумала Кази. Хотя сомнения все еще не утихали. Но прежде чем она успела еще немного поколебаться, Имара медленно шагнула к ней и с изяществом огромного существа погладила телят хоботом, словно пытаясь их успокоить. Это было настолько неожиданным, что волчата замерли в изумлении. Имара нежно и осторожно коснулся хобота, словно понимая, что они в панике. Чувство безопасности начало охватывать волчат, но голод и усталость все еще были сильны. Волчата потеряли свое стадо, и теперь они столкнулись лицом к лицу с существом, которое, несмотря на свои размеры, обладало чем-то еще более редким состраданием. Имара, обладавший огромным интеллектом и инстинктом защитника, не просто стоял и смотрел. Он знал, что значит выживать в саванне, и понимал ограниченные возможности детенышей. В ту ночь они были слишком малы, чтобы преодолевать большие расстояния, а надвигающаяся темнота делала обстановку еще более опасной. Не раздумывая, Имара повернулся и медленно пошел к небольшому оазису неподалеку, где протекала неглубокая река. С каждым шагом Имары, Кази и Зури следовали за ней, скорее удивленные, чем полностью понимая происходящее. Гигантский слон, не издавая ни звука, направлял их мягкими, но уверенными шагами. Каждым движением хобота он раздвигал ветви и кусты, открывая телятам безопасный путь. Он словно учил их чему-то важному – доверию, защите и единству среди обитателей саванны. Прибыв в оазис, Имара, обладая впечатляющей силой, собрал ветви хоботом и создал небольшой барьер, защищая территорию. Он лег у реки, позволяя детенышам приблизиться к своей огромной фигуре. Тихий звук льющейся воды принес ощущение покоя, и впервые за эту ночь детеныши начали расслабляться. После минутного колебания Зури осторожно подошла к Имари и коснулась ее морщинистой кожи. Это было приятное ощущение. Казин клонился и в знак благодарности тихо зарычал, что для него символизировало одновременно радость и облегчение.
Никто не мог предвидеть, что этот жест, это простое прикосновение к хоботу, в конечном итоге изменит не только ночную жизнь волчат, но и судьбу всех, кто был в ней замешан. И Мара не просто спасла две хрупкие жизни, она продемонстрировала истинный смысл силы, сострадания. Ночь полностью опустилась на саванну, но в этом маленьком оазисе каким-то образом царила умиротворенная атмосфера. Тихое журчание воды умиротворяло, а Аймара своим величественным присутствием прижимала к себе детенышей. Кази и Зури, теперь удобно устроившиеся, лежали у ног великана, закрыв глаза, но с чувством безопасности, которого они никогда прежде не испытывали. Инстинкт самосохранения все еще присутствовал, но начало проявляться нечто более глубокое, более человеческое — благодарность. И Мара со своей стороны не отходил, он стоял там, словно безмолвный страж, наблюдая за окружающими движениями своими большими внимательными глазами. Его спокойствие было не просто физической защитой, но и эмоциональным ощущением, охватившим телят. Посреди дикой саванны, где законы природы зачастую были беспощадны, этот огромный и безмятежный слон предлагал нечто большее Чичия, чем безопасность своего огромного присутствия. Он являл собой пример сочувствия, который мало кто мог себе представить. С наступлением рассвета волчата немного оправились, но все еще были далеки от полной безопасности. Имара это знал, но также знал, что иногда простой акт оказания помощи может быть столь же сильным, как и непосредственное спасение жизни. Его спокойное присутствие дало волчатам то, чему они никогда бы не научились сами — доверие. И именно в этот момент Кази и Зури осознали нечто, навсегда изменившее их мировоззрение. Речь шла не только о поиске стада, не только о выживании. Речь шла о связи между обитателями саванны, о понимании того, что в мире, полном инстинктов и хищников, простой акт доброты может все изменить. История Имары, слонихи, которая помогла львятам, вскоре разнеслась по саванне. Другие животные, которые раньше боялись и слонов, и львов, стали смотреть на это иначе. Гигант, которого многие боялись, теперь вызывал уважение и восхищение не только из-за своей физической силы, но и из-за величия его сердца. Но преображение превзошло все ожидания. Когда Кази и Зури, окрепшие и уверенные в себе, вернулись в стадо, они унесли с собой нечто ценное. Урок о том, что доброта может возникнуть там, где ее меньше всего ждешь. И каким-то образом это заставило всю саванну задуматься о важности протягивать руку помощи, даже если не ждешь ничего взамен. История Имары и львят — это не просто история выживания двух хрупких жизней. Она повествует о преображении всех, кто ее услышал, об умении находить надежду в неожиданностях и о том, как иногда истинная сила проявляется в сострадании. И что же случилось дальше? Мир, несомненно, плакал. Но это были не слезы печали, а слезы чистого чувства. Ведь даже в самых неожиданных ситуациях доброта всегда находит выход.